Здесь вот это вот старого деда, которого ты зашел в больницу, и там палата со старыми дедами. Вот этого здесь нет. Бонжур, моншер. С вами Ян Калка, и у нас на обзоре коньяк. Коньяк Реми Мартан. Реми Мартан ВСОП. Настоящая Франция, настоящий Франция коньяк. Что мы имеем? Давайте открывать сразу. Красивая, узнаваемая упаковка. Не менее красивая, запоминающаяся бутылка красно-черно-золотых цветах. На основной этикетке имеем название Реми Мартан. Коньяк категории Fine Champagne, изготовленный исключительно из спиртов Гранд Шампань и Пти Шампань. При этом доля первой занимает не менее 50%. 40% алкоголя, 500 мл. Дальше контр-этикетка. Видим ВСОП на русском. Налепочка коньяк Реми Мартан ВСОП. Средний возраст коньячных спиртов не менее 12 лет. Это полное вранье. В ВСОП у нас идет от 4 и, по-моему, до 12. То есть тут точно не менее 12, а скорее всего не более 12. Спирт 40%. Дата розлива 20.04.21. Срок годности не ограничен при соблюдении условий срок хранения. Состав выдержанный виноградный дистиллят, вода подготовленная умягченная. Все. Якобы здесь красителей нету, якобы здесь больше ничего нету, на самом деле есть. Есть тут и красители, и все остальное, но, во-первых, наши импортеры почему-то не пишут, хотя обязаны здесь писать, а французы не обязаны писать в составе то, чего находится менее 5% или 2,5%, я уже не помню. Давайте открывать. Этот коньяк я пил не раз. Обычная пробка, винтовая, стандартная для французских ВС, ВСОПшек. Пускай пока подышит. Что мы можем еще рассказать? Ну, как бы я не особо ничего не хочу сказать. Единственное, что ВСОПшка от Реми Мартан, во-первых, Реми Мартан входит во французскую главную четверку, это все знают, и ВСОПшка от Реми Мартана является самой популярной в мире. Но с другой стороны, больше всего покупают коньяк в Америке, в Соединенных Штатах Америки. И вот такими бокальчиками и так далее, порциями, наслаждаясь, там никто не пьет. Там жуткая реклама среди афроамериканского населения. Даже Серена Уильямс рекламирует Реми Мартан и так далее. То есть ремишку там пьют афроамериканцы, в том числе рэперы и остальные молодое интересное поколение. В замесах, с колой, с чем только его не пьют. Более того, если вы зайдете на сайт Реми Мартана, то там будет описание этого коньяка, буквально 5 слов описания. Остальное там будет идти, как и практически у всех французов, коктейли на базе этих коньяков. То есть описания как такового там нету. Что-то вы услышите ванильку, там лимузинский дуб и так далее. Все, что там написано. Остальное идут коктейли. Хорошо, спиртозности нет. Сейчас немножко еще дадим ему подышать. Но уже аромат разлетается по комнате, по цвету. Странно, конечно, обсуждать крашеные коньяки, но он не сказать, что прям сильно прям какой-то коричневый, прям золотой. Такой довольно светленький, я бы сказал. Ножки, если вы видите, тоже не толстые, не широкие, длинные. Стекают как бы нормально, медленно. Но видно, что молодые спирты находятся, потому что не толстыми, не широкими полосками стекает ножки, мы видим. Молодой. Здесь то же самое. Единственный плюс от ВСки, на мой взгляд, у ВСОПшки Реми Мартана отсутствие спиртозности. У него и у ВСки тоже есть спиртозность. На мой вкус. Обратно же. Именно на мой вкус. Комната уже вся окрасилась цветами.
Чем хорош Реми Мартан в SOP. Ну прям не бьет нос. Нос можно далеко-далеко-далеко погрузить. Ванилька на первом плане и цветы. Прям жесткие цветы. Яркий французский профиль. Цветы и цветы. Немножко кофе есть. И оно, скорее всего, продолжится во вкусе. Честно, я брал 2 бутылки. Одну я уже за недельку раскатал. Какая-то есть еще конфетная сладость такая, довольно сладкий аромат. Свежий сладкий аромат, ириска, чуть где-то есть кофе. Пускай еще подышит, он раскрывается очень сильно дальше. Немножко есть сухофруктов. Нету вот этой аптечности, больничности, жесткой бальзамичности, которая типична для армян, для Дагестана, которая, если честно, мне не нравится. Здесь вот это вот старого деда, которого ты зашел в больницу, и там палата со старыми дедами. Вот этого здесь нет. Но обратно же, по внешнему виду ничего особенного. Довольно не густой. Не сказать, что он прям блестит. Ножки такие, так же. Кое-какие. Цвет я не знаю, вы увидите, может я вам подарю. Ну, мне кажется, что это беспонтовая абсолютно вещь. Про цвет говорить в крашеных коньяках. Конечно, если там не совсем ужас. Так. В общем, свежесть, фрукты, сладость, цветы, много разных цветов. Тут можно и розу услышать. Да, здесь есть роза. Кстати, у меня тут есть тоже роза. Здесь есть роза. Есть и роза, и что-то из луговых цветов, и фрукты. Причем обратно же, не бальзамик, не сухофрукты жесткие, а довольно свежие. То ли яблочко, то ли груша, что-то такое. Пробуем на вкус. Капелечку спиртуозно, мягко, сладко. Послевкусие не сильно интенсивное. Не обжигает. Чуть-чуть есть спиртуозности во рту. Но не обжигает внутри, все нормально. Сладковатый. Чуть-чуть сухофруктов. Яблоко, то ли груша, то ли вот бывают такие яблоки, которые скрещенные, типа яблоко-груша. Вот такой вкус. Сладости очень много, на мой взгляд. Ванилька. Так, сколько это стоит? Покупал я это за 118 рублей. 2 бутылки. Еще бутылки оставались. Это на данный момент где-то 35-36 долларов. Практически цена дютика. 3500 России, если кто-то из России смотрит. На мой взгляд, это классная цена за этот коньяк. Это нужно бежать покупать. Это стоит покупать по этой цене. Это можно купить как себе, так и на подарок. Не совсем простой. Но сладость, просто я люблю сладкие коньяки именно в аромате. Сладкие, свежие. И это прям как парфюм. Вот я нюхаю сейчас, я не хочу даже пить. Я хочу его нюхать, нюхать и нюхать. Поэтому вечером вы будете не выпивать его там бутылками, а принюхиваясь, кайфуя, потихонечку, смакуя, его можно пить. Да, прям сладость. Причем он постоял сейчас, интенсивность аромата увеличивается. Это коньяк начинает раскрываться. Он постоял буквально 5-10 минут, он дальше начинает раскрываться. Он не деградирует. Но сейчас пришли фрукты, причем свежие фрукты. И какие-то конфеты, шоколадные конфетки. Горечи, кстати, бочки тут особо не слышно. Чуть-чуть, возможно, в послевкусии. Сейчас попробуем с этого бока. Чуть-чуть есть горечи на послевкусие от бочки, совсем чуть-чуть вот этой терпкости. В основном это сладко.
Причем очень странный, возможно, я просто сегодня утром дегустирую, днем, как правильно дегустировать. А до этого я пил его вечерком. И мне кажется, он очень сладким почему-то. Ну, прям не очень сладким. Для меня это хорошо, я люблю сладкие коньяки. Относительно сладкие, свежие, когда вкус, аромат взаимодействуют. И одинаково. Когда ты нюхаешь, ждешь сладость, выпиваешь, получаешь эту сладость. Причем не просто сахарную, а вот это вот, как будто это вот фрукты, как будто это яблочки там сладкие какие-то. Сейчас и ягоды пошли какие-то красные. То ли вишня, то ли... Скорее вишня. Да, здесь сидеть и разбираться. В общем, однозначно, этот напиток я рекомендую. За свои деньги это топ. С учетом нынешних реалий. Это можно пить как в одиночку, напиток такого одному посидеть, подумать, поразбираться, подумать о жизни. Это можно пить в компаниях. Абсолютно питкий, не спиртуозный, не передубленный. То есть это очень питкий коньяк, свежий. Девушкам, я думаю, он также зайдет, потому что он цветочный, как практически все французы. Понятный здесь профиль, но он еще здесь и сладкий. Кстати, здесь уже пошла какие-то кофейные ароматы. Он раскрывается. То есть поразбираться, посидеть здесь тоже в нем можно. Под подарок это отличный вариант. Не сильно дорого, но и сердито. На мой взгляд, хороший подарок. Ну и в баре это будет, в любом баре это классный напиток. И с друзьями под шашлык нет. Мне кажется, что есть гораздо дешевле варианты, чтобы там под шашлык, коньячок, под шашлычок. Нет. Это все-таки с лучшим другом, возможно, даже с девушкой, если она любит коньяки. Подарок однозначно, стопудово. $35 это очень хорошая цена. Очень хорошая цена за файн шампань, за прям упаковку. За $35 это очень хороший питкий коньяк. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Ян Калка. До новых встреч. Коньяку я поставлю, наверное, с учетом цены в $35 баллов 8, 7-8. Наверное, 8. Все-таки 8. Потому что ты все-таки чего ждешь, то и получаешь. А это, на мой взгляд, очень хорошая ВСОП-шка по приятной сейчас в Беларуси цене $35. Напоминаю. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Ян Калка. До новых обзоров. Они будут уже, надеюсь, очень скоро. Бай-бай.